Всем привет! Мне отдали вот такую сумку на переделку. Вернее, это была сумка, а сейчас это две части от сумки. Посмотрите. Вот такой она была. Посередине была политическая реклама какая-то. И решили ее вот срезать. Хотя можно было и не срезать, а просто нашить на эту ткань что-то другое. Ну и теперь я буду собирать вот эту сумку. Сделаю ее чуть подлиннее. Вот это, чтобы у нас одинаковая была шириной. Полоска. А сюда, в центр, у меня есть легкий шелк какой-то. Как раз он мне сюда подойдет. И на него я буду нашивать в технике Crazy лоскуты. Буду утилизировать лоскуты. Я приготовила в голубых и в синих тонах тканюшки. Вот, разные-разные. Вот их буду сейчас нашивать. Возьму в центр вот этот пятиугольник и вокруг него буду пришивать разные лоскуты. Такой цвет ткани у меня еще повторится, поэтому будет красиво. Надо, чтобы повторялся. Желательно это такой цвет, и тогда будет композиция выстроена правильно. Я не хочу утяжелять сумочку, поэтому я взяла вот такой шелковый тонкий лоскут и на него буду пришивать. Лицом к лицу складываем и прокладываем строчку. И если вы начали по часовой стрелке пришивать, то вы так и продолжаете. Если против часовой, то продолжаете против часовой. Я буду шить по часовой стрелке. Я пришила первый лоскут. Теперь его обрезаем. И обрезать буду под углом. Вот так. Следующий лоскут будем накладывать вот на эту сторону. Тоже лишнее срезаем. И накладываем. Опять лицом к лицу. Я пришила второй лоскутик. Выравниваем. Лишнее срезаем. Прошиваю на ширину лапки. Отворачиваем. И срезаем. Тоже слегка под углом. Вот так. И раз мы по этой стороне будем прошивать, тоже здесь лишнее срезаем и выравниваем. В начале и в конце строчки я сделаю закрепки. Вот здесь я немножко лишнего пришила, но я не буду распарывать, пусть останется ткань тонкая. Вот такая вставка у меня получилась. Вот эта сторона мне больше нравится, чем вот эта. Вот так я исправила ситуацию. Нашила вот здесь еще два лоскутка. И вот что у меня вышло. Теперь нам надо решить, какой будет верх. Или это, или так. Как вы думаете? Я думаю, что вот так будет лежать. Вот это верх будет. Теперь будем собирать сумку нашу. Я полностью прошила не из сумки, вот так, а шила я изнанка к изнанке.
сложила, сделала строчку на 5 миллиметров, отгладила, вывернула наизнанку, еще раз отгладила и проложила строчку 7 миллиметров. Потом опять вывернула на лицо и сделала строчку на 4 миллиметра примерно. Лицевую сторону я тоже прошила по лицу на 5 миллиметров и выворачиваем. Можно отгладить и прошить на 7 миллиметров этот шов. Вот и готова сумка шоппер. Посмотрите, какой она стала. Намного интереснее. Помните, какая она была? Она была просто с одним швом по 3 сторонам. А теперь все швы у нас закрыты. И ничто нигде не расползется. Даже после многих стирок. Здесь отстрочено, здесь. Здесь был некрасивый шовчик. Я решила его закрыть цветочком. Ну и поддержать эту тему голубую. А этот цветочек я сделала очень просто. Вырезала ткань под углом 45 градусов. Ну, небольшую, сантиметра 3. И растрепала, вот так растрепала, чтобы она помахрилась, как мы делаем синель. И собрала иголочкой по краю. Собрала и пришила вот сюда. Можно здесь середочку украсить бусинкой или пуговичкой. Посмотрите, какая сумка шоппер получилась. Эко-сумка, еще можно назвать ее. Результат мне очень нравится. А вам как? Напишите обязательно. Может быть, у вас какие-то советы будут, предложения. Пишите комментарии. Наверняка у кого-то найдутся такие сумки рекламные. Рекламные или после выборов. Впереди выборы, кстати. Может быть, сумки такие будут. И вот, пожалуйста, вам вариант переделки. Делитесь этой идеей в соцсетях с друзьями своими. Подписывайтесь, кто не подписался. Жмите на колокольчик. Поддержите меня. Всего доброго. До встречи.